Волос, я тебя убью. Слушай, я тебе объясню. У меня были занятия по физподготовке с рядовым составом. Не успел переодеться. Ну и потом, это же не свадьба. Так, заявление подали и разбежались. Ну, в смысле, подали и подали. А я чувствую, Власов, что у нас и свадьба такая же будет. Прибежишь в последний момент в противогазе. Кстати, по бегу с противогазом я был первым и лучшим. Натуйся. Ну, кукуйся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. 5. Ну, где здесь фаза, где 0, а? Кто так пишет? Власов, я боюсь. Может, электрика вызовем? Отставить электрика. Потом вся часть смеяться будет. Я что, не мужик? Если ты вызовешь электрика, ты не перестанешь быть мужиком. Так, ладно. Наряд не очереди. На картошку. Шагом марш. На кухню. Я сам сусам. Власов, стой, мамочки! 25, 26, 27. Здравия желаю, товарищ генерал. Что делаешь, Власов? Вот, проверяю электрооборудование на вверенном мне объекте. Ты мой сладенький, ты мой сладенький. В каком смысле, товарищ генерал? Я не понял. Кого-то нелегкая принесла, товарищ генерал. Меня. О, здорово. Вижу я, на каком ты объекте-то. Ну, это на счастье. Ты, я слышал, решил связать себя узами законного брака? Так точно, товарищ генерал. Связать и узаконить. Мы ведь сегодня даже с ней заявление подали. Это, кстати, очень. Принято решение перевести тебя в другую часть. О, наконец. То есть как это? Да, поближе, так сказать, к цивилизации. В самую колыбель гаранта Конституции. Какую коктебель? Вот я так и знала. Вот каждый раз, когда вы появляетесь, Власова куда-то переводит. Наташа. У меня уже сил нет мотаться по этим гарнизонным и съемным квартирам. Мы только обустраиваться начали. Заявление подали, а теперь… А теперь вы поедете в Санкт-Петербург. Мы вам там квартиру выделим. И не казенную, а свою собственную. Ух ты. Обустроитесь, гнездо совьете. Гнездо. Конечно. У нас свое жилье… Ну? Ты вообще понимаешь, что у нас теперь… У нас свое жилье будет. И где? В Питере. Да я даже мечтать об этом не могла. Это же чудо какое-то. Это потрясающе. Своя квартира в Питере. Это же… Фу, тебя луком пахнет, Власов. Да ты… Да. Спасибо вам. Спасибо. Иди сюда. Я ведь еще зачем приехал? По моим сведениям, меня скоро представят генерал-полковнику. Ух ты, поздравляю, товарищ генерал. Подожди. В таком звании не стыдно и в отставку. С хорошей пенсией. У меня ж скоро внуки пойдут. Ух ты, поздравляю, товарищ генерал. Подожди, говорю. Но ты понимаешь, есть одна заковыка. В моем округе, вот что не часть, то просто, ну вот, загляденье. Каждая отмеченная, знаешь, образцовая, примированная. Ну, все как надо. Ну вот есть одна, ну весь натюрморт портит. Товарищ генерал, а в этой части, ну, не как тогда, но эти есть женщины. Не волнуйся, мужская нормальная часть. И эту часть тебе надо привести в порядок. Понятно, дело привычное. За неделю. За неделю? Как за неделю? А вот так. Есть информация, что через неделю прибудет инспекция из Москвы.
В общем, ставки высоки. Не пройдешь проверку, не будет тебе квартиры. Товарищ генерал, ну как же так, неделя? Ну, я понимаю, часть мужская, я справлюсь, но неделя, ну как же так? Ну, это... Ладно, все. Давай по маленькой. За город на Неве. Давай. Город. Ну ничего ж себе. Гриша. Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите представиться? Заместитель командира части по воспитательной работе, капитан Маленьких. А что, у больших свой капитан? Да нет, это фамилия такая, Маленьких. Да я уже привык. Докладывайте. Товарищ полковник, наша часть спецсвязи находится в полной боевой и политической готовности. Мне докладывали. Ну, если доложили, то да. Есть некоторые недоработки, но совсем небольшие, я бы даже сказал, единичные. Я вам тут маленький докладец приготовил. Хочу в машине по дороге ознакомить. История нашей воинской части берет свое начало с 16 века. В 16 веке Петербурга еще не было. Не было? Не было. Верно. Петербурга не было, а полк был. Вот, прошу вас, взгляните повнимательнее вот на эту старинную фотографию. Смотри. Когда вы на нее посмотрите, вы поймете, что стрелецкий, вот здесь отдельная часть стрельцов, и вот здесь у них... Ой, что это? Вот это что? Не обращайте внимания! Это Петербург! Да что вы! Он тут везде! Вы послушайте лучше меня. Сейчас начнется самое интересное, поверьте мне. Слушай, что-то мне нехорошо. Можем мы остановиться на пару минут? Останови. Тебе плохо? Это с непривычки, товарищ полковник. У нас тут просто влажность высокая. Влажность? У многих даже на суше морская болезнь. В 19 веке, когда... Да хватит вам, капитан. Наташа, может, воды, а? Может, воды? Не тот солдатик пошел. Хилый какой-то. А усы? Очнись, мечта окулиста. Какие усы? Как же усы должны быть? Отставить разговоры. Что солдат без усов? Что Фемида без весов. День добрый. Капитан, поставленная вами задача выполнена. Стекла вставлены, замки заменили, мусор вынесли. Хорошо. Вот ключи. Угу. Вольно? Есть. Так, ну что, бойцы? Товарищ полковник, не верблюд. Чтобы все это таскать, вещи аккуратно разгрузить и доставить в квартиру. Выполнять? Отставить. Живо. Отставить. Становись. Становись. Ну-ка, привести себя в порядок. Воротнички, ремни подтянуть, обувь надраить. А вам я делаю первое и последнее устное замечание. Кто дал вам право использовать личный состав в неуставных целях? Товарищ полковник, 4-й этаж, потолки под 5 метров, без лифта. Но мы же с вами загнем. Ничего. Сами как-нибудь разберемся. Равняйсь. Смирно отставить. Равняйсь. Смирно. Направо. В часть бегом, шагом, марш! Бегом, бегом! С мужиками все-таки проще-то работать. Угомонись, Власов. Товарищ полковник, конечно, помочь хотели. Рядовой офицеру в личных делах не помощник. Но вы, как офицер офицеру, можете взять и помочь. Есть помочь, как офицер офицеру. Давайте, конечно. Настоящий полковник. Ему бы еще усы. Я бы с ним замутила. Ты что, приди в Ага. себя? Тебе с как землекопами, да с духовым оркестром мутить надо. Конечно. Ой, подъезд старинный, как в кино прям. В Питере не говорят подъезд. В Питере говорят парадная. Парадная? Так про форму можно сказать, а про подъезд, не знаю, странно. Ну да. Ой, я хотел
продолжить. Мы дошли до Первой мировой войны. Это вы дошли до Первой мировой, а мы до дома. А, ну да. Торжественный момент. Капитан, ну вы же не кошка, чтобы первым ходить в квартиру. Так точно, товарищ полковник, но не кошка. Я мигом. Вот, ждите. Идите. Спасибо. Папа, Наташа, как я рада, что у нас теперь своя квартира. Да еще и в Питере. Огромная квартира с шикарным ремонтом. Да, двор зеленый. Высокие потолки. Очень уютненько. Очень. А у тебя-то как дела? Поздравьте меня, я сдала экзамен на Upper Intermediate. Да еще и мне продлили грант на обучение на год. Ждите на каникулах, к свадьбе приеду. Ое, my daughter. Ну ладно, мне пора. Бай-бай. Пока. Чао, какао. Все, по-моему. Все, отключилось. Ага. Да, уютненько. Ремонт роскошный. Высокие потолки. А чё потолки высокие? Зеленый двор. А чё двор зеленый? Соседи шикарные. Ничего, прорвемся. Фамилия? Рядовой Бессонов, товарищ полковник. Спите на посту, рядовой Бессонов. Никак нет. На 5 секунд глаза прикрыл. На 5 секунд. Ну что ж, 5 секунд, 5 нарядов вне очереди. Вот такая забавная арифметика, рядовой. Есть. А, простите, а вы кто? Что такое? 6 нарядов вне очереди. За что? Я твой новый командир, сынок. 7 нарядов вне очереди. Есть 7 нарядов вне очереди. Вот так вот. Хорошо, очень все хорошо. Ну что ж, начало многообещающее. Дикий какой-то. Здравия желаю, товарищ полковник. Объявляй тревогу, капитан. Посмотрим, насколько ваши недоработки отдельные и единичные. Ну и где машины? минут. Хорошо. То есть плохо. Я вижу, у вас тут в части полный бардак и расхлябанность. А к нам в любой момент может пожаловать проверяющий из Москвы. Так вот, уверяю вас, к этому знаменательному событию у нас будет самая образцово-показательная часть во всем округе. Итак, лейтенант Василенко. Я. Отвечаете за строевую подготовку. А то бегаете, понимаешь ли, как беременные тараканы. Отставить смех! Лейтенант Сомов. Я. Отвечаете за автопарк. Вот и подумайте, как из 6 груд металлолома сделать 4 нормальные боевые машины. Товарищ Отставить! Выполнять! Есть. Лейтенант Николаев. Будете отвечать за внешний вид части. Ямы зарыть, стены перештукатурить, плац вытроить, бровки побелить, стенгазету поменять. И чтоб все блестело, как у кота. Глаза. Есть. То-то и оно-то. Ну что, это понятно, товарищи солдаты? Я спрашиваю, это понятно? Здравия желаю. Вот, товарищ полковник. Чайник, чашки, все свое, из дома, как офицер офицеру.
Я хотел еще и мебель. Тоже из дома? Нет, казенную. Нет, ну если казенную иногда можно. Я потом верну ведь вроде. И мигом, товарищ полковник. Нет, сейчас уже поздно. Давай завтра. Так точно. Спасибо, как офицер офицеру. Не за что. В смысле, не за что, товарищ полковник. Спокойной ночи. Ну все, дуй, давай. Все, давай. Хороший все-таки этот мужик, капитан Маленьких. Сковорода, терка. Да, хороший. Только с фамилией не повезло. Маленьких. Ох. Да на таких маленьких вся наша Россия держится. Слушай, Гриш, а ты в курсе, что нам теперь новое заявление надо подавать? Какое? Начинается. Заявление в ЗАГС по новому месту жительства. Конечно, заявление. Я вспомнил, я помнил. Да. Только не сейчас, видишь, ремонт вот надо. Потом в части надо порядок навести. Да. Генерал попросил. Ну если генерал. Тогда, конечно, если генерал-то. Так, ну ты пока все поручения генерала не выполнишь, ты поспи, пожалуйста, на кухне, ладно, Власов? Как это на кухне? Вот так. Это что, развод? Ну какой развод? Мы же с тобой не женаты, Власов. Это обида, просто обида. Просто обида. Ну, давай через недельку подадим твое заявление. Ах, мое заявление? Нет, наше, конечно же, наше. Вот через недельку и переедешь ко мне в спальню, Власов. Подожди. Давай, все. Подожди, ну завтра. Завтра утром поедем. Подойди. Сейчас, давай сейчас подойди. Власов, ты спишь? А что, в гости хочешь? Вот ты вообще представляешь, что помимо документов для свадьбы еще очень много всего нужно? А чего много-то? Ты подумай, Гриш. Кольцо. Два кольца. А еще? А чего еще? Кольца, паспорта. Квитанция на 100 рублей. Ну, ладно. Слово из 6 букв начинается на «П». Прям какой-то свадебный кроссворд. Это жизнь, Власов. Это моя свадьба. И поскольку я другой не планирую, я правда хочу, чтобы мне все запомнилось. Понимаешь? Ну все. П. Противогаз. Плащ-палатка. Нет. О, пулемет. Господи. Да шучу я, шучу. Платье, конечно, платье. Ну да. Не, ну раз ты такой умник, то пункт 2 начинается на букву К. Точно. Четвертый пункт. Карьера. Или вы, уважаемый жених, собираетесь создавать семью необдуманно? На авось! Ну о чем ты думал, Власов, когда замуж меня звал? Я ведь тебя силком в ЗАГС не тащила. Надо же как-то взяться за него как следует, а то не видать вам квартиры, как своих ушей. Квартиры! Квартиры! Приказано женись! Что такое? А ну отставить! Это кому стена мне? Приснится же такое. Ой. Бред. Просто бред. И тебе доброе утро. Фух. А это чего? Список. Кольца, платье, костюм. Слушай, а может я по форме, а? По парадке, с аксельбантами. Так, в парадке будешь на плацу маршировать, Власов. Ну тогда костюм. Лимузин, ресторан, свидетели. Цветы, шампанское, фужеры. Куклы, торт. Надо же, бедная моя. Как ты только с этим всем справишься. Да ты что, Власов, шутишь? Никогда в жизни я с этим не справлюсь. Ты же у нас настоящий полковник. Дерзай. Я? Да. Да, пожалуйста. Гости. Составить список. Значит, этот, как его? Капитан Маленьких. Потом... А кого звать-то? Мы никого в городе не знаем. У нас нет никого.
Слушай, а давай солдат позовем. А чё? Так, строевая подготовка. Территория. Автопарк. Тревога, наглядная агитация. Яма. Спасибо большое, спасибо. Всего хорошего, до свидания. Здравствуйте. Мне что-то нехорошо в последнее время. Голова болит, и вчера в машине укачала. У вас есть что-нибудь? Есть. Вот, пожалуйста, от укачивания в самолете, на пароходе, в гамаке и на лыжах. Это что, тест для определения беременности? Да нет, но я... Берите, берите. Тошнота, может, конечно, не пройдет, а вот голова точно болеть перестанет. Хотя бы по этому поводу. Времени у нас в обрез, поэтому я не позволю отвлекаться на мелочи. Ни вам, ни себе. Это, может быть, я с виду такой добрый, а внутри я дикий. Вот так. Это у кого тут такой еще телефон? Отставить телефон! Это у вас телефон. Наверное, генерал по работе звонит. Точно. Я сейчас. Да, дорогая. Нам нужно срочно поговорить. Ты один? Да, один. Если не считать капитана маленьких и весь личный состав части. Я здесь, товарищ полковник. Понял. Наташа, говори быстрее. У меня построение. Быстро, наверное, не получится. Я боюсь, что твой список придется переписать. А, список. Перепишем. Конечно, перепишем. Домой вернусь. Вернусь и перепишем. Ну, давай. Чмоки-поки. Ох, будет тебе сюрприз, Власов. Ничего, через неделю эта часть будет образцовой. Я вам тут не для мебели. Кстати, а что с мебелью? А мебель сегодня же привезем, товарищ полковник. Я на УАЗике хоть 3-4 сделаю. Молодец, хвалю. Спасибо. А хотите, товарищ полковник, я вашей супруге город покажу, такую маленькую экскурсию, а? Там или, может, по хозяйству чем помочь, так я готов. Так, отставить по хозяйству, помогать. И со своей женой тоже как-нибудь сам разберусь. И оставьте в этот подхалимаш для вон проверяющих. Обидно слышать это от вас, товарищ полковник. Я обратился к вам не как капитан к полковнику, а как человек к человеку. Я прекрасно понимаю, что значит оказаться в чужом городе. Сам 3 года тому назад сюда приехал. Ни друзей, ни знакомых. Вот так. Погорячился. Бывает. Просто не люблю подхалимов. А если от души, я завсегда. А что, мир, капитан? Мир. Ну что, начнем видеть семейное гнездышко? Ух ты. Ого. Гагарин, что ли? Ничего себе. Сколько ж тут исторических пластов. О, битва за урожай. А это, похоже, Непманы клеили. На совесть. Манифест. Второй император. Объявляем всему народу, любезная супруга наша, государыня Александра Федоровна, благополучно разрешилась от бремени рождением нам сына. Может, мне тоже манифест напечатать? Вашею, Власов, милостью я беременна. Дочка.
Жена дома одна, я все время на службе, а она там с кистями да с обоями воюет. Нехорошо как-то. Друзей бы, по хозчасти. Ну, Товарищ полковник, да нет проблем. Солдат нагоним, они вам евроремонт в раз сварганят. правильно. Отставить солдат, а то опять каким-то злоупотреблением попахивает. Вам не кажется? Ну, немножко попахивает, да. Вообще у нас в штабе многим попахивает, товарищ полковник. А это что за чучело? Солдат, товарищ полковник? Это что за хомяк? Это от предыдущего командира осталось. Барсук, товарищ командир. Что интересно, барсуки северо-запада отличаются от сибирских наличием... Зачем нам барсук? Так красиво же. Так красиво же. Барсук красиво. Убрать. Убрать. Живо. Есть убрать. Барсук — это некрасиво. Так вот я насчет ремонта. Да, товарищ полковник. Я заплачу. Да вы что? Это приказ. Нет. Помоги собрать бригаду этих шабашников, или как там их, Гастарбайтеры, товарищ полковник. Ну хорошо, гастарбайтеры, значит, гастарбайтеры. Дело-то хозяйское. Хотите, хоть сегодня организуем? Сегодня? Только супруге скажите, чтобы она дома была. Нет. А вот она как раз об этом ничего не должна знать. Ага. Сейчас я выманю ее из квартиры. Ага. Товарищ полковник, гнездо. Какое такое гнездо? Операция. Гнездо. Ну что ж, гнездо так гнездо. Хорошо. Молодец. Хорошо. Так вот, об этой операции «Гнездо» жена ничего не должна знать. Ага. Понял. Дорогая Наташа, я приглашаю тебя на романтическую прогулку с заходом в ЗАГС. И по этому поводу предлагаю закопать топор войны. У меня только молоток. Можем закопать молоток. Прошу. Я просто не понимаю, как можно за 6 дней организовать свадьбу. Ну, обычному человеку, может, это не под силу, но ты-то у меня настоящий полковник у вас. Всего 6 дней. Целых 6 дней. Лестницу на кухню. Живенько, живенько. Здесь поровней, на пол не капай. Чего они? Равняй обои, клади. Клади, спокойно, спокойно. Вот. Мужчина, не сфотографируйте нас, пожалуйста. Вот. Сейчас, подожди. Вот так вот замечательно, с вождем мировой революции. Вот туда смотрим, мужчина. Отлично. Спасибо, батенька. Учиться, учиться, мой друг, и учиться. Замечательно. Простите, с вас 200 рубликов. Я за 200 рублей. Ну, чего? Ну, понимаете, верхи жируют, низы тоже хотят. Тяжело же. Нет, нет, 200 дайте. А сдача будет у Владимира Ильича? Будет сдача. Будет, батенька, сдача. Но я для начала хочу вам предложить маленькую экскурсию. Пойдемте сюда. Пойдемте. Ну, не заводись. Я вам предлагаю экскурсию по каналам.
Замечательно. Можно проехать по мойке. Вот оттуда мы садимся на пристани, Дворцовой площади, мимо музея Пушкина. И лучше я бы вам предложил все-таки по каналу Грибоедова. 21 уникальный мост. Каждый со своей легендой. У вас дети есть? Ну, есть у меня вот такая вот. У меня нет. Ну, неважно. Вот одна из легенд. Барышня в положении вставала на львиный мостик и ждала, кто первый ступит на этот мостик. Мужчина или женщина? Зачем? Как зачем? Ну, чтобы узнать, кто будет, мальчик или девочка. Ну, а при чем тут мы? Мы не в том положении, чтобы гадать, мальчик, девочка. Мы просто Хорошо. по Дворцовой погуляем. Не, на Дворцовый, ребят, я не пойду. Дворцовый там Троцкий с Николашкой. Если вы не хотите увидеть вождя пролетариата, как мутузит. Впрочем, есть такая услуга. За 3000 рубликов. Ого! Все в ваших руках. Очень дорого. Ну ладно. Всего вам доброго. Батенька, счастливо. До свидания. Всего доброго. Счастливый путь. Молодцы, работу закончили. Теперь получите расчет. Каримов, Шарипов, сержант Диношоев. Товарищ капитан, не надо. Надо, не надо. Деньги взять и расписаться. Это приказ. Вот так. Что, домой пора? Нет. Мы же хотели еще погулять. Нам еще нужно соборы посмотреть. Казанский, Ярославский, Ленинградский. А ты чего, устала? Нет. Но если мы не торопимся, мы можем еще минуточку здесь постоять? Конечно. Минутой больше, минутой меньше. И так уже полчаса здесь торчим. Мальчик. Ты моя девочка. Да нет, ты меня не понял. Я все понял. Нет, Власов, я... Не бери. Не могу. Я тебя прошу, не бери. Это тоже очень важно. Ну вот, я же говорю. Да. Товарищ полковник. Докладывает капитан Маленьких. Птенцы вылетели из гнезда. Чего? Операция «Гнездо» завершена, товарищ полковник. Птенцы вылетели из гнезда. Как слышите меня, товарищ полковник? Прием! Какие птенцы? Какое гнездо? Говори нормально. Шабашники закончили работу, товарищ полковник. Можно возвращаться домой. Благодарю за службу. Сержант Диношоев! Это что такое? Красиво, товарищ капитан. Да вы что, с ума, что ли, сошли? Содрать живо, то тебе такой мархаям устрою. Все, живо исполнять. Художник. Ты посмотри. Что-то невероятное, боже мой. У нас своя квартира в Питере, Власов. Она такая красивая. Да, своя. Как это возможно вообще? Вот. Холодильник. Это все ты, Власов, да? Это ты. Просто маленькое чудо. Как же я тебя люблю. Мне даже страшно. Все ведь будет хорошо, правда? Конечно. Конечно. Проверочку пройдем, и будет все хорошо. Тянем носочек, тянем. Держать ногу. Тяни носок. Держать. Малевич, побыстрее. Свидетелем маленьких лимузин. Вот она, красавица моя! Давай, давай! Ласточка моя. Какого года выпуска?
Это у вас выпуска, а у нее рождение. 61-го всего. Ровесница первого полета в космос. Оно и видно. Ну что, Михалыч, договорились? Был бы генерал, тогда 2. Так. А так 6. Не понял я. Стоп, товарищ командир. Да ты что, Михалыч, обалдел, что ли? 6. Да откуда у тебя такие расценки? По количеству звезд. Там и там. Ну, Михалыч, 6 бутылок коньяку, Михалыч. Ты что ты с ними делать-то будешь? Горло полоскать. Горло полоскать? И врачи от давления рекомендуют. Эх. Ладно. Лимузин есть. Дедушка, вы к кому? Какой я тебе дедушка? Веди меня к командиру, сопляк. Товарищу Власову? К нему, самому. Вы подождите, я позвоню, доложу. Ладно, труби тревогу рядовой, я сам его найду. Подождите, туда нельзя. А ну-ка на место. Положу как солому. Пришел товарищ капитан. Как то? Проверяющий. Замаскированный под деды с саблей. Прошел на территорию товарища полковника искать. Что? Довели технику губошлепы. Куда ваш только командир смотрит? Что, небось, рассол пьет? Да из зубов укроп выковыривает, да? Только иди ты. Давай, давай, быстрее, быстрее! Молодцы. Разрешите? Товарищ полковник, проверяющий из Москвы. Как проверяющий? Где? Где-то на территории части. Так. Так. Тихо, спокойно. Значит, план такой. Я по левому флангу, ты по правому. Гениально. Есть! Гениально, товарищ полковник. Дождались. Ну что, ребятушки, хорош ваш командир. Да, сперва заливай, а потом вычерпывай. Приказ. Бойцы! Товарищ проверяющий, разрешите доложить? Явился. Не запылился? Ну, давай, соври что-нибудь. Что у тебя за часть такая? Конь ногу сломит, а казак без коня. Попетух без плетня. Что, командир, нравится тебе такая музыка? Ну что, товарищ полковник, нет у вас ни одной свободной минутки, чтобы меня выслушать? Ну ничего. Я вам, товарищ полковник, так намекну, что слепой заметит. Мам! Ой, Тося, открывай уже. Что так быстро-то, мам? Я думала, вы... Мам, привет. Тося, ты моя хорошая. Ну, держи. А вы что, к нам совсем, что ли, приезжаете? Да боже упаси. Мы ж с отцом приехали на свадьбу к единственной дочери. Да что ж мы, те люди, что ли, с пустыми руками? Ой. Мам, ну куда столько? Что столько? Ничего не столько. 6 банок с малосольными огурцами, да 7 с помидорами. Помидоры ночью кислила, чтоб не испортились. Ой, все качество чай, не барахло. Мама, мы только-только обустраиваться начали. Мы даже из соседей никого еще толком не знаем. Кого мы всем этим кормить будем? Не ерунде, съестся. Ну, что стоишь-то? Где у тебя кухня? Направо. Шамарш. Давай сюда, ко мне. Что же это такое? Сам поумнеешь? Или помогать надо? У нас знаешь, как говорят? Где с молоду прореха, там в старости дыра. Заварил щиты, я тебе скажу. Кобелю плеснуть жаль. Разрешите представиться, командир части Власов. С кем имею честь? Ваши документы. Прошу прощения, служивый, ошибочка вышла. Так вот, значит, какой ты Григорий Власов.
Вопросов больше не имею. Значит, кому, как говорится, в руки булава, а кому костыль? Как же ты можешь быть в доме хозяин, если у тебя здесь на службе, как Мамай прошел? Все в порядке. Я понял. Вызывай наряд. Что? В доме у меня все в порядке. Да? И жена не жалуется. Жена? Да какая она тебе жена? Сколько лет в грехе живете? Не расписаны, не венчаны. Да и потом руки Наташиной. Ты у меня по нашему старому казацкому обычаю не просил. Вот так. И вот если не посватаешься, как положено, по всей форме, то Наташиной руки тебе не видать. Вот так. А потом пускай она сама решает, исполнять ей отцовскую волю или нет. Что? Папа. Какой я тебе папа? Исаул! Киселев Игнат Захарович. Потомственный казак. Наташин отец. А документы мои, вот, шашка, да казацкая честь. Все свое, все с огорода, чистенькое. Так сказать, без пестицидов, господи, прости. Все на чистом коровичке. Огурчики, ма. Вот, правильно, закусочка. Ага, вот она, миленькая, родненькая-то. Не, я пить не буду. Так и я не буду. Кто ж будет-то? Мы ж с тобой так, по маленькой, по рюмашечке. Зря батька, что ли, в сарае 2 дня торчал. Вот она, абрикосовка. Где батя? Так а где шашка, там и казак. Он же с поезда сразу к твоему в часть поскакал. Как к моему, мам? Как бы они там не переругались. Ой, мой может. О, мой тоже. Давайте это обсудим позже. Не на территории части. Ну, лады? Ну? Что мне с тобой тут рассусоливать? Ты еще в мамке кис, когда на мне уже мундир вис. Ну, знаете ли, это уже... Выйдите с территории части постороннего. Да ты... Да вы что, увидели руки? Да я тебя сейчас от плеча... Да я ж скажу, Тихо, 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 мы все решим. Все традиции будут соблюдены. Ждите завтра этих, как, сватов. Ну, зятек, не сдрейфь. Завтра ждем тебя по полной казацкой форме. Да все, уберите руки и роды. Сам пойду. Сраму только от вас. А про какую такую форму он говорил? Он сказал, товарищ полковник, по всей, понимаешь, казацкой форме. Да уж, мне еще здесь цирка не хватало. Да уж. Что? Проверочку-то чуть не про... Вот. Если бы не мой тесть, если бы пришел настоящий проверяющий. Товарищ полковник, ну еще времечко маленько есть. Что-нибудь уж загладим. Маленько-то оно есть. Но сегодня я ночую в части. Чего? Ничего. Мать, конечно, не считает. Но это уже 6-й. Ну-ка, отложи огурец. Смотри мне в глаза. Опозорила нас с отцом, да? Мама, в чем позор-то? Детей рожать позор? Ну, ты знаешь, не передергивай. Детей рожать не позор. А вот без мужа брюхата, позора цельна хата. Вот так и знала. Ну, а твой-то? Ну, он хоть рад? Ой, мам. Он не знает еще ничего. Вот тена. Не могу никак нужный момент найти, чтобы рассказать. Ой. Слушай-ка, а ты тогда пока и не говори. Ну, потом скажешь, после свадьбы. Мужики, они, народ, знаешь, пугливые. Еще куда-нибудь... Ты чего? Если он... Так с катертью ему дорога. Так, ты мне объясни. У вас случилось что? Ну вот поженимся мы с ним. Ну? А если он разлюбит? Между прочим, он уже был женат. Где сейчас его жена? Она теперь бывшая. А я бывшей быть не хочу, понимаешь? Минуточку. Ты мне говорила, что она его сама бросила, ребеночка ему подкинула. Ты что, врала? Да нет, ну... Ты мне говорила, что он сквозь женский батальон прошел и не соблазнился. Врала. Нет. Ну тогда вот что я тебе скажу, доченька.
Он тебя любит, и это навсегда. И ты его любишь, и это тоже навсегда. А вот будешь здесь сопли разводить, ребеночек крикливый родится, пупочек не завяжется. Так что давай, заканчивай все свои антимонии. Мам. Сватовство. Разрешите, товарищ командир, не спите еще? Куда уж тут? Чего, дождь? У нас что дождь, а то и просто влажность, товарищ полковник. Питер! Это чего? Вот, учебные материалы. Наглядное, так сказать, пособие на тему сватовства. Репродукция картины Федотова «Сватовство майора». Вот на переднем плане невеста, а это жених. Товарищ полковник, сватовство полковника не нашел. Виноват. Ну, это теща, а вот этот тесть. Так вот ты какой тесть. А теперь я попрошу вас подписями скрепить ваш семейный союз. А ну-ка стоять! Папа? Куда? Без моего родительского согласия! Да я тебя отсюда! Иди, вон садись, сейчас картошечка подоспеет с рыбкой. Закусывай. Я Хватит в этом доме тут-то. ни к чему не притронусь. А то выставят за порог, как давеча, из части. Да я тебе говорила. Я ж тебе говорила. Ты в чужую часть со своим уставом ты не суйся. Устав, между прочим, он везде один. Порядок и уважение к старшим. Ты знаешь ли, милый друг, что наш зять тебя по званию старше? Чего? Того. Что против казака всякие там связисты завсегда младшие. Слушай, вот что. Мы с тобой договаривались. Дома ни про устав, ни про службу, ни про что. Чтоб ни слова. Тем более в доме нашей дочери. А это дом ее полюбовника. А у нее дома нет, мужа нет, ничего нет. Да и мы с тобой здесь, мать, лишние пришлые. Давай-ка, седлай такси и поедем отсюда. Я тебе поеду. Я тебе сейчас так поеду. Слушай, ты меня не заводи. Ты ж меня знаешь. Я твою шашку-то вмиг перекушу. Ну. Вот что. Пока дочь замуж не выдашь, чтоб из дома ни шагу. Понял меня? Нюша, все. Дай рыбку-то посолонцевать. Стопку-то налей. Ага. Рыбка по суху не ходит. Ну вот, другое дело. А то крику с утра. Вот это оно, товарищ полковник. Ой, вам любая форма к лицу. Эх, вам еще усов не хватает. О, вспомнил! Вам еще чего не хватает? Одну секунду! Товарищ полковник, вспомнил! Если кто-нибудь спросит, где сабля, скажешь, капитан маленьких взял. Есть! Вот так. Делайте. Сюда, как Да ну хватит вам, ну. Никому ни слова про то, что я всю эту амуницию на себя нацепил. А, ну да, ну могила. Исау вернулся. Как я рада. Дождались, наконец-то. Наши в городе. Идут! Надевай скорее! Я тебе...
Оп, мама. Здравствуйте, хозяева. Утро вам, Добричкова. Доброе, доброе. Короче, вот пришел, как договаривались, по форме. Пришел незвано, уйдешь не ласком. Я к нему, мать, со стариковским напутствием, а он мне коленом под зад. Это же надо же, под Исаула с полковничьими погонами. Ты бы еще баклановский крест нацепил. Попер, бобер. Ну все, все. Прогиб засчитан, повеселил. Ну, чего же вы хотите, хлопцы? Купцы мы мимо проходили. Прослышали, товар у вас есть. Насчет товара не знаю, а вот арбуз у нас имеется. Какой арбуз? Они что, фруктов хотят? Нет, это обычай такой. Дать гарбуза, значит, невеста отказываем. То есть хана. Фуражку положить на стол. Чего? Фуражку на стол положить, и потом все объясню. Быстро. Ну что, мать, у них купец, у нас товар. Зови дочь. Наташа! Сейчас она должна взять фуражку. Если перевернет, то согласна. Здравствуйте, гости дорогие. Вот, доченька, хлопец до тебя пришел. Посватать хочет. Супротив родительской воли не пойду. Прошу вашего согласия. Что скажешь, казак? Дорогая моя Наташа. Короче, Наташа, я готов отдать тебе всю свою жизнь, свое сердце и свою любовь. Я готов защищать тебя до последней капли крови. Готов радоваться с тобой, плакать с тобой и вместо тебя. Знай, я так тебя люблю, что жить без тебя я не буду. Вот так вот. Любовь! Давай лучше ты со мной почеломкайся. Да цепись ты уже, черт! Власов, ты спишь? Власов. Что такое? В чем дело? Что такое? А ну? Нет, я не сплю. Как я могу спать? Гриш, ты детей любишь? Ну, ты же знаешь, как я отношусь к Мухе. Скорее бы она вернулась из Лондона. Спросили бы ее про братика. Какого братика? Да что такое вам тут? Какого братика вам? Братика? Ну, которого мы сделаем рано или поздно. Дурак, что ли? Я тебя серьезно спрашиваю. Ничего, все в порядке. Муха приедет, в части процесс наладим. А если она не захочет братика? Как ты думаешь? Если Муха не захочет братика? Ты меня слышишь? Ой, Власов. Сватовство. Власов слушает. Григорий? Здравия желаю, товарищ генерал. Ну, говоря поэтическим языком, чем занят на сон грядущий? Вот, грибу, авгиевы конюшни, так сказать, поэтически говоря. Ну это правильно, греби. Я еще звоню, мы вроде как люди не чужие. Ты старика на свадьбу пригласишь? Старика? Конечно, приглашу, если нужно. А какого старика? Зачем нам старик? Меня! Ах, вас, простите, конечно. Какой же вы старик? Ну, это правильно. А то ты понимаешь, я ведь всяким там генералом бывал. А вот свадебным не доводилось. Ну, я надеюсь, там все будет так, по-людски, да? По старому русскому обычаю. Мальчишник. Мальчишник? Мальчишник?
Да, обязательно, конечно. Ну вот, ладно, тогда готовься. Завтра приеду. Мальчишник. Так, куда тебе вписать? Мальчишник. Организую, товарищ полковник. Я же по этим мальчишникам профессионал, можно сказать, главный специалист. Где бы вы желали? На воздухе, на море. На земле как-то привычнее. Жаль, а то у нас в соседней авиации дружба давнишняя. Могли бы на Миге покататься. А так. Или договориться с мариманами и на эсминце пикничок маленький устроить. Фейерверк. Бред какой-то. И что, такое бывало? Бывало. Ваш предшественник на охоту на вертолете летал. Долетался. Вышестоящее командование его приземлило на запасной аэродром. И это правильно. Нет, пускай миги с эсминцами сами по себе, а мы сами по себе. Так вот, насчет мальчишника. Я попросил бы без фанатизма. Товарищ полковник. Небось, в ресторан потащитесь? Да нет. Значит, в ночной клуб пойдете, где там девки-то на шесте крутятся. Ну, знаете, Отрываться будете. Послушайте, я про шест даже... Мам, ну откуда ты про эти клубы с шестами-то знаешь? Часто бываешь? В кино видела. Какое-то нехорошее. Вы смотрите кино, мама. Кстати, а где наш папа? А Игнат Захарович в музей ушел. Куда он пошел? Так я не понимаю. Я что, не похож на человека, муж которого ходит в музей? О чем нам говорит эта статуя, товарищ? О том, к чему приводят неправильные действия наездника. Он, видать, встал так, что оказался в слепой зоне видимости. Жеребец закурбетил. Ну, закурбетил это, значит, встал на дыбы. Ну, это понятная вещь. Ну, вот вы понимаете. Ой, дочь. Ну, красавица. Ой, вот так вот. Мама, а сама носи такую красоту. Ну, пырнись. Нет, снимай. Красота. Ой. Ну-ка. Вот это чё? Я сама с водой выходила. Хотя тюль-тюлю. Не. Иваненко. Что, знакомая фамилия? В Генштабе есть один генерал-лейтенант Иваненко. Но я не думаю, что он сам лично к тебе с проверкой приедет. Но ты, Власов, бди. Есть бдить. Да. Есть. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу полковнику? Обращайтесь. Есть. Товарищ полковник, весь личный офицерский состав для проведения мальчишника собран. Как вы велели, без фанатизма. Вот, так сказать, у нас выпивка, закуска, а это шахматишки, шашки, домино. Для особо активных, товарищ генерал, у нас предусмотрено спортивные игры, веселые старты, прыжки, понимаешь, в мешках, на перегонки, товарищ генерал. Здорово, захватывает. Перетягивание каната, вот тоже хорошая штука. Ну вы даете, мужики, квасы, мордасы. А для настроения что-нибудь предусмотрено? Для настроения. А? Вот. Что это? Настроение. Знаешь, что подумала, мама? Вот поженимся мы с Власовым. Дай бог. Родится у нас ребенок. Муха вернется из Лондона. Вот.
Вот объясни ты мне, вот как можно было девочку назвать насекомым именем? Мам, ну я тебя прошу, я сейчас вообще тебе не о том говорю. Хорошо, хорошо. Вернется муха из Лондона. Начнем мы жить одной семьей. Вдруг она меня к нему ревновать будет, мам? Он же мне вроде как, ну, родной ребенок. А для нее-то я вроде как мачеха. Господи. Я же ей не родная, мам, понимаешь? Ой. Да хватит пить, ты уже скоро булькать начнешь. Прошу прощения, пойдемте, пожалуйста. Вон иди. Мерей, невеста. Ты роди сначала, а потом посмотрим. Ну, поздравляю тебя, Власов. Самая высокая вершина в мире. 7 букв. Эверест. Сиди, сиди, отгадывай. Тебе все равно 7 суток гауптвахты. Сколько букв, столько суток. Вот такая забавная арифметика. Где дежурный офицер? Доложи, что проверяющий из Москвы приехал. Светлана Николаевна Иваненко. А его нет? Мальчишники он. Что? Командир части, полковник Власов, а в офицерском клубе. Мальчишник проводит. Все там. Значит, мальчишник. Прекрасно. Эверест. Начало многообещающее. Ну что, пьянствуете, товарищи офицеры? Полковник Иваненко, проверяющий ваши части. Света. Светлана Николаевна. Так вы знакомы, что ли? Более чем. Но это не означает, товарищ генерал, что я закрою глаза на недостатки. Сегодня же акт о ЧП пойдет в Москву. О чем это вы, Светлана Николаевна? Какой ЧП? Распитие спиртных напитков на территории части. Да нет, ну что, вы что-то перепутали, Светлана Николаевна. А где спиртное? Какое спиртное? У нас культурно-массовое мероприятие. Да, вот бег в мешках мы закончили. А теперь вот перейдем к тихим, развивающим играм. Е2, Е4, капитан. Понял. Ваш ход. Но у вас же мальчишник. А что, вы считаете, что на мальчишнике обязательно пить? Вы что ли, да? Какое-то странное у вас представление о русских доблестных офицерах, товарищ полковник. Ну что ж, даже такое образцовое, культурно-массовое мероприятие придется прервать. Полковник Власов, проследуйте за мной. Ну ты, Света, и... А что? Не ожидал увидеть бывшую жену в полковничьих погонах? Да еще и в роли проверяющего твоей части. Не ожидал. Ох, не ожидал. Но все равно я за тебя очень рад. Так уж и рад. Так уж. Уж я-то тебя как облупленного знаю. Знала. Светонька, знала. Я уже не тот старлей, который по твоему приказу растил усы. А ты мне не хами, товарищ полковник. Я тут официальное лицо. О, ну ладно, это сделали. Теперь осталось, что букет и все остальное. Так, мам, ты давай домой, а я скоро. Держи. А ты куда такая съерошенная? Надо сказать Власову о ребенке. Так он же там с холостяцкой жизнью прощается. Ну вот именно, он точно должен знать, с чем он прощается, а с чем ему придется поздороваться. Давай. Так, доча, я… Мама! Поняла. Такси? И если ты думаешь использовать наше, как бы сказать, давнее знакомство, чтобы скрыть свои командирские грешки, так обломись, Гриша. Проверка будет наистрожайшая. Что вы, товарищ полковник, я ни на какие поблажки не рассчитывал. Надеюсь на тщательную проверку, объективную. Вы же слышали, у меня свадьба на носу. Поэтому ну никак я не могу ударить в грязь лицом перед молодой невестой. Поэтому в части у меня полный порядок. В остальном, кстати, тоже. Если не пройдешь проверку, никакой свадьбы не будет. Ха-ха-ха. И тебе решать. Забыл? Что мне решать, а что не решать, решаю я сама.
А еще и муху у тебя заберу. Вот это подло. Шире шаг, полковник. Ой, спасибо. Только это не поможет, Гришенька. Я предупредила. Отменяй свадьбу. Да Наташа? А ты чего здесь? Наташа, ты не совсем поняла. Да погоди ты! Да, Власов. И в личной жизни у тебя тоже. Как всегда, полный бардак. Наташа! Наташа! Ты не совсем правильно поняла! То есть ты совсем не поняла! Это бывшая моя, она не по этой части. По части, но только военной. Вроде проверяющей. Проверяющая! Наташа! Я тебя в нормальную мужскую часть отправил. Ты здесь с бабами воюешь. Это же умудриться надо. Жениться на проверяющем. Товарищ генерал, когда я на ней женился, она не была никаким проверяющим. Проверяющей. Да. И потом мы развелись давно. Видать, крепко поругались при разводе. Да нет. Тут ведь как вышло. Муху Светке присудили. Я и кричал, и просил. Как я без нее? Никак. Ну, слава богу, этому какалю новому. Чужой ребенок был как гвоздь в сапоге. В общем, после развода Муха осталась жить со мной. Я понять не могу. Вроде у нее и должность приличная, и муж генерал. За что она мстит? Значит, не все у нее хорошо, Влас. И чего мне теперь делать? Не знаю. Я знаю одно. Через месяц я должен получить генерал-полковника. Через 2 лежать в гамаке с приличной пенсией. Так что слушай мой приказ. Проверку провести на отлично и завтра жениться на Наташе. Директива ясна? Так точно, товарищ генерал. Выполнять. За свое счастье, Власа, бороться надо. Вот так вот. Да. Наташа, мне сейчас очень нелегко. И мне нелегко, Власов. Я думаю, твоей бывшей жене тоже нелегко. А при чем тут бывшая? Она здесь ни при чем. Да как же ни при чем? У вас общая дочь, знаешь. И что? Что здесь такого? Она бросила нас, когда Муха была еще маленькой. Мне даже пришлось сказать Мухе, что ее мама умерла. Поэтому нет никакой жены, есть только ты и все. А она просто полковник Иваненко, проверяющий моей части. И у нее только одна задача – уничтожить мою карьеру и личную жизнь. Если ты хочешь ей в этом помочь, давай расстанемся. Или у тебя есть какие-то сомнения? Теперь есть. Завтра я жду тебя в ЗАГСе в 14:00. Я буду тебя ждать час, день или всю жизнь. Вопросы есть? Вопросов нет.
Наташа, ну что случилось-то? То есть, ну это же свадьба, делов-то, ну, ерунда. Шел, чем успокоен, делов-то ерунда. Доченька, я вот тебе чаек тут с мятой заварила. Выпьешь, успокоишься, а? А что, если он, этот, Григорий-то, там, ну, что-нибудь выкинул на своем этом мальчишнике? А? Я ж предупреждала. Тогда я за раз шашкой-то махну. Я тогда ему от плеча до седла. Конец. Не будет ни пенсии, ни квартиры, не будет ничего. Да почему же конец, товарищ полковник? Да потому что моя бывшая очень хорошо знает, как я умею готовить часть к проверкам. И поэтому найдет к чему придраться. А у нас нет к чему придраться. Все недостатки устранены. Как отдельные, так и единичные. Как у вас со свадьбой? Свадьба. Ох, это еще. Кукла? Кукла. Ну, понимаешь, кукла. Да, понимаю. Ах ты, да. Товарищ полковник, а разрешите вам помочь? Как офицер офицеру. Пока вы проходите проверку, я вам со свадьбой помогу. Родной ты мой. Отставить, как офицер офицеру. Помоги, как товарищ товарищу. Конечно, как товарищ товарищу, товарищ! И любить друг друга в болезни и радости, в печали и здравии. Да. Нет! Полковник Власов, веренная вам часть проверку не прошла. Солдат спит, служба идет. А вот когда командир спит, служба хромает. У вас 5 минут, чтобы привести себя в порядок. День Че подкрался незаметно. Это кто? Это что на плацу? Товарищ полковник, это вместо того, черного. Какого черта? Это мой? Да, ваш! Господи! Товарищ полковник, механик Ливаногов, ну тот, который нам ЗИЛ-то обещал, в больницу загремел с перепоя. Организм не выдержал аванса. Вот, экстренная... Мой организм сейчас не выдержит. Ты понимаешь, что если Иваненко сейчас вернется, нам всем конец. Ну-ка убрать быстро этот домик Барби. Товарищ полковник, быстро не получится. Водитель в столовую убежал перекусить, а ключи только у него. Так, слушай мою команду. А теперь полюбуйтесь нашим доблестным, скромным автопарком. Бегом. А теперь на плац.
Хорошо. Внешний вид личного состава подразделений на 4, товарищ полковник. Но твердую. Кстати, а это что у вас? Где? Да вот же. Это же... Как его... Я думал, вас уже проинформировали. Да это же... Секретная разработка. Установка по дешифрированию спецсвязи в городских условиях. ЗГС 1430. Тише, тише. Я и сама прекрасно вижу, что это ЗАГС. Я спрашиваю, почему охрану не выставили? Немедленно исправить. Охрана внутри? Там? Вы там не спите мне? А то смотрите мне, кому я сейчас. Не спят. Ловко тут у тебя все, Григорий. Да? А давайте нажмем на кнопку тревоги, и вы посмотрите, какие мы... Отставить тревогу. Как ты личный состав муштровать умеешь, это я и так прекрасно знаю. Спасибо, товарищ полковник. А давай-ка... Давайте. Давай-ка посмотрим, Давайте посмотрим. как твои офицеры метко стреляют. Ну ты, Света, из... Стрельбы не были запланированы. Мы часть связистов. Нам оружие выдают 2 раза в год, по праздникам. А вдруг война? Войны не будет. У меня сегодня свадьба. Войны не будет. А стрельбы будут. Отменяй, Гриша, свадьбу. Ну, давайте, дорогие мои родненькие, мои любимые мои, давайте. Ну, хоть не в яблочко, хоть в мишень-то попадите. Круг! Круг! Оружие к осмотру! Не скрою, товарищи командиры, я не удивлена таким результатом. Ну, это первый подход пристрелочный. А на зачете-то они себя покажут, а, Григорий? Если хотите, Да, хотим. если очень хотите, Да, очень хотим. я могу вам дать дополнительный шанс произвести на меня хорошее впечатление. На ночных стрельбах. Ни на кого никаких впечатлений я производить не собираюсь. Особенно на ночных стрельбах. У меня сегодня свадьба, и я ее не собираюсь отменять. Ни из-за квартиры, ни из-за пенсии, ни ради вашей проверки. Так, товарищи полковники, давайте оставаться в рамках уставных взаимоотношений. Всю жизнь под устав не перекроишь. Есть в жизни и поважнее вещи. Я люблю Наташу, это точка. Понятно? А ваши стрельбы, ваши проверки и пенсии я на 0 помножил. Прямо сейчас зачетный подход отстреляем, а потом хоть погоны срывайте. Пожалуйста, иди ты вон на рубеж. Ну что ж, прильнем в нетерпении к окулярам. Плакала моя пенсия. Родненькие мои, слушай мою команду. Аккуратненько совмещаем мушку с прицельной планкой. Делаем грубую наводку на цель. Тихонечко, затаив дыхание, как будто вы целуете любимую девушку. А вокруг вас тишина, и никто вам не мешает. Вы остаетесь с мишенью,
как с любимой, один на один. И смотрите в яблочко, как будто в ее глаза. Плавно нажимаете на курок, как будто вы надеваете своей любимой кольцо на палец во время свадьбы. Бою! Приготовились? Огонь! Огонь! Попали. Молодцы, офицеры, молодцы! Мстишь меня, Света? Хочешь меня изничтожить? Я только не понимаю, за что. Расстались вроде культурно. Дурак ты, Гриш. Ты же меня знаешь. Для меня все эти бабские штучки, все это не мое. Вот это мое. Вот это мое. И как результат вот это. Понял теперь? Я не понял я теперь. Да не хотела я тебе никаких проблем создавать. Генерал-лейтенант Иваненко, муж мой, повышение должен получить в министерство. А тут эта часть. Все показатели портит. Но я ж тебя знаю, Власов. Тебе, если гайки как следует закрутить, ты горы можешь свернуть. И ты не подвел. Спасибо. Хотя я только сейчас поняла. Счастье-то не в погонах. Прости меня, Гриша. Может, и муха меня когда-нибудь простит. Власов! Наташа, подожди. Ты не так все поняла. Это просто, бывшая... Власов, заткнись. Эта идиотская фраза может вывести из себя кого угодно. Товарищ генерал, разрешите вас поздравить. Да. Часть под командованием полковника Власова прошла проверку на отлично. Спасибо и вам, товарищ генерал. У вас час до свадьбы остался. Поспешите? Да, давайте. Так я готова. Опа, вот молодец. Почти. Молодец, молодец. Горько! Рано. Да, Товарищ генерал, помогите мне организовать до вокзала транспорт. с удовольствием. Сейчас на катере быстренько. Наташа, я хотел сказать тебе... Товарищ полковник, разрешите тебя поцеловать? Я тебе кому-то... Поехали уже жениться, а? О, едут, едут! Так, на, держи. Так, туфли, паспорта, кольца. Нет, дольше, пойдем туфли-то оденем, господи. Ой, сейчас туфли. Так, ну давай паспорт. Паспорт. А где паспорт? Ну где? Посмотри, где. Что? Я, кажется, в кителе оставил. Я привезу, тяните время. Я мигом, пулей. Поехали. Вольно. Да, идем. Молодую вижу. А кто из вас молодой? К сожалению, не я. Извините, я молодой. Подожди. Куда? Давайте, пожалуйста, без формальности. Вот паспорта, вот кольца. Жених согласен, невеста тоже согласна. Вот те нашего горбуза. Что значит нет? Ты не хочешь стать моей женой? Власов, я беременна. А с чего это? Ты... по-настоящему? А ты как думал? Миша, что происходит? Да успокойся ты. Жених, это же не ваш паспорт. Граждане, чей это паспорт? Это мой. Вот те на, так выходит, не мы ему, а он нам горбуза.
Ах ты, бисова скотина, да я тебя... Папа! Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Наташа, тебе нельзя волноваться. Нельзя. Это вредно для маленького. Для какого маленького? Для какого маленького? Да для капитана маленького. Да. Вы жениться будете или нет? Будем. Да, Только да, паспорт закатился куда-то. У меня с этим паспортом такие смешные истории. Он все время куда-то пропадает. Сам не понимаю. Одну минуточку. Сейчас я посмотрю. Вот он нашелся. Видишь, вот он паспорт, конечно. Ну, конечно, все в порядке. Ну, совет да любовь. Ну, все. Объявляю вас мужем и женой. Власов, ну ты же не обиделся на то, что я тебе не сразу сказала. Я вообще не могу на тебя обижаться. Но у нас будет трое. А вот я могу и обидеться, папа. Муха? Муха? Привет! Вы думаете, если я уже выросла, меня можно не считать? Не трое, а 4 родителей. Конечно, Как 4. ты успела? Я надеюсь, вы тут не ссорились? Нет, Нет, конечно.